Приветик, мои хорошие! Сегодня я решила немножечко сменить атмосферу, обстановку, вернуться в свою комнату, к своему диванчику любимому, у которого мы начинали все наши тренировочки. Да, он стоит на месте, он никуда не делся. Сегодня будет такое очень домашнее психологическое видео. В общем, сегодня я хочу немножечко поболтать с вами. Если у вас есть чаек под рукой, берите с собой чашечку, кружечку чая, кофе, что у вас там есть, конечно, какую-то, может, вкусняшку диетическую. Так что давайте сегодня поболтаем. На моем канале за все время, а это ни много ни мало, где-то 2 года, накопилось очень-очень много видео, разных видео. И я тут села и начала думать, чего же не хватает мне, вам, чтобы еще такого интересного рассказать. И тут я поняла, что очень многим порой, особенно в этот период, допустим, осенью, когда вообще депрессия, наверное, у каждого второго, очень не хватает мотивации. И я подумала, какие бы слова подобрать для вас, чтобы, может, как-то вдохновить вас на что-то, чтобы вы, допустим, лишний раз не сели какую-то гадость на ночь. Что бы такого вам сказать, чтобы вас вдохновить? Очень часто, практически каждый день мне приходит очень много сообщений от девочек, от девушек, от женщин, от парней, от мужчин о том, что у меня пропала мотивация. Таня, что делать? Вот я сегодня сорвалась. Как ты держишь в себе мотивацию, как ты ее нашла и как ее вообще удержать? Вы никогда не задумывались, почему так происходит? Почему у некоторых людей получается достигнуть своей цели? У них есть фотография до, где они не уверенные в себе, с большим весом, и рядом у них стоит фотография после, где они самоуверенные, самодостаточные, красивые и стройные. Почему у некоторых получается сохранить свою мотивацию, а у некоторых не получается ее даже найти или даже банально продержаться сутки без какой-то гадости перед телевизором? Почему так происходит? Я вам скажу один простой момент. Никогда не бывает людей, у которых все с самого первого раза, с самого первого шага все получается. Я не поверю в это ни за что на свете. Не бывает девушки, которая полненькая, и сразу же вот она просыпается в понедельник и думает: все, я теперь правильно питаюсь, все свои старые привычки я забываю и начинаю новый образ жизни. Такого не может быть. Все ваши привычки, которые были сложены за всю вашу жизнь прошлую, они не могут в один прекрасный день уйти. Поймите одно, вас ждет очень долгий и очень сложный путь с разными неудачами, какими-то взлетами, какими-то падениями. Но главное, чтобы вы его начали, чтобы вы нашли свою мотивацию и дошли до финиша. Когда в вашей голове промелькнет мысль о похудении, сразу же задайте себе вопрос: а зачем мне худеть? Для чего я хочу быть худой, стройной? Ответом на этот вопрос будет являться ваша мотивация. Все очень просто. А мотивация может быть у всех совершенно разной. Кто-то хочет похудеть для того, чтобы выглядеть красивой для своего молодого человека, кто-то хочет устроиться на новую работу, кто-то худеет из-за проблем со своим здоровьем. Главное, чтобы мотивация ваша была действительно сильной. Я никогда не понимала людей, которые худеют к определенному сроку. Вот, допустим, я похудею к дню рождения, чтобы влезть в свое новое любимое платье. Ладно, хорошо, ты похудеешь на 10 килограмм, конечно же, напрочь угробишь свое здоровье. И что дальше? Я не вижу в этом какой-то супермотивации, какой-то цели и вдохновения, чтобы действительно идти дальше. Нет, это просто какой-то мимолетный такой вот толчок, чтобы похудеть. И в итоге что у нас получается? Конечно же, мы потом празднуем потерю наших килограммов. И да, кстати, лови новые 15 килограмм. Я думаю, эта история знакома очень многим. Но когда же она закончится? Когда же закончится эта постоянная борьба с самим собой? Вы меня очень часто спрашиваете: Таня, какая твоя мотивация? Как ты держишь себя постоянно в форме? Как ты не срываешься? Я вам отвечу, все очень просто. Моя мотивация — это здоровье. Под словом здоровье я подразумеваю как физическое, так и психологическое здоровье. Что вы чувствуете, когда вы смотрите на себя в зеркало? Очень простой вопрос, правда? Но все-таки какие эмоции вас переполняют? Подойдите к зеркалу прямо после того, как вы посмотрите это видео. Правда, это не нужно не мне, это вам нужно. Вот реально подойдите к зеркалу и скажите вслух все, что вы о себе думаете. Неважно, вы засмеетесь или заплачете, это очень хорошо. Главное, что вы осознаете то, как вы к себе относитесь. Пусть именно эти эмоции будут показателем ваших успехов. И когда вы каждый день подходите к зеркалу, замечайте только положительные изменения в вашей фигуре, вашей внешности или вашем характере. Допустим, если у вас были толстенькие ляшечки, но вдруг животик стал более плоским, замечайте это, хвалите себя, чем-то радуйте, поощряйте. Главное, помните о своей цели. Никто не начинает худеть сразу же, и у всех все получается с первого раза.
Главное все делать постепенно и помнить о своей цели. У тебя виден целлюлит. Эти слова, сказанные моим мужем очень-очень давно, засели мне в душу, и именно они изменили мою жизнь. Я ему очень благодарна, что он в тот момент не промолчал и действительно сказал мне правду. Потому что если бы не он, не его слова, я не знаю, чем бы я сейчас занималась, как бы я сейчас выглядела, и вообще сидела бы я вам тут что-то рассказывала о мотивации. Поверьте, когда вы достигнете своей цели, вы вспомните тот самый момент, и он будет преследовать вас всю жизнь, почему вы изменились. Может, это были какие-то штаны, в которые вы не влезли, вы думали, что в них влезете, но они не застегнулись, предательски не застегнулись. Может, вас подруга обидела на работе, обозвала вас как-то или сказала, что вы, допустим, не пролезете в эту дверь своими бедрами. Все может быть. Может, ваш врач испугался уровня вашего холестерина. Главное, что только сильный духом человек в этот момент не сломится. Он запомнит этот момент и скажет себе: нет, я не хочу так жить, я хочу меняться. Только вы способны изменить свою жизнь. Ни какие-то таблетки, ни ягоды, ни кофе, ни чаи, ни пояса для похудения вам никто не поможет, кроме самих вас. Самое главное, я хочу, чтобы вы поняли, что ваш процесс к похудению не может быть ровным, гладким, без взлетов и падений. Главное здесь это ваш характер, ваша сила воли. Мне кажется, мотивация здесь совершенно ни при чем. Она или есть, или ее нет. Допустим, если спортсменки или девушки, которые уже достигли результатов, вы думаете, они не срываются? Они что, ли не люди? Спросите меня об этом, когда вы встретите меня в супермаркете в 12 часов, когда я покупаю упаковку с чипсами. Все мы люди, и иногда мы хотим отдохнуть от привычного режима тренировок постоянных ограничений в питании. И главное в этот момент не наказывать себя и воспринимать такие загулы адекватно. Конечно же, после таких загулов придется немного попотеть в зале, но все-таки давайте не будем забывать о своей цели, ведь вернуться в ваше начало, с чего вы начинали, очень и очень легко. Всегда подбадривайте себя мыслью о том, что, наверное, одна девушка из 10 может действительно достигнуть своей цели, фигуры своей мечты. И если ты, именно ты, та девушка, которая меня смотрит, действительно возьмешься за свою силу воли, очень сильно постараешься не срываться и идти к своей цели, то, наверное, следующее видео, которое я найду на YouTube, будет именно твое, которое будет рассказывать о твоем секрете похудения. Мои дорогие девушки, я очень надеюсь, что мои слова, мои призывы нашли вас, и вы действительно вспомнили о своей цели, возможно, вы нашли свою мотивацию, а может быть и нет. Самое главное, что я хочу, чтобы вы поняли, что вы не должны возвращаться к своему привычному образу жизни. Я понимаю, что вам там было легко, комфортно, вы сидели себе за компьютером, ничего не думали, ни о чем не мечтали, вы ели свой бутерброд, запивали его чаем и закусывали конфетой. Я понимаю, что вам было так удобно, мне так было когда-то удобно, но поймите, что будет с вами через год, а что будет с вами через 2, через 5 лет, никто об этом ничего не знает. Но с каждым годом, с каждым днем, с каждым часом и съеденной вашей конфеткой путь к похудению становится все сложнее и сложнее. Поэтому я очень прошу, чтобы вы задумались об этом хотя бы немножечко, хотя бы на секунду. Я вам желаю найти свою мотивацию и ее удержать. Всегда знайте, что я в своем лице, своими видео, я всегда ваша поддержка и всегда в любой момент вас поддержу. Спасибо вам большое за такое душевное видео, я чуть не расплакалась, просто действительно мне иногда не хватает вот так высказаться и немножечко вас поддержать. Я просто сама проходила когда-то этот путь, у меня самой не было поддержки, и хочется действительно, чтобы я вам немножечко чем-то помогла. Большое спасибо за ваше внимание, встретимся с вами в следующих видео, всем удачи, пока-пока!